Воспитание детей примерами других людей. Родители должны учить детей не только своим собственным хорошим примером, но также примерами из жизни других людей. Это могут быть примеры из историй, записанных в Священном Писании, или примеры из жизни окружающих людей. Одна из задач родителей – это обратить внимание детей на поступки других людей и на то, какие последствия они повлекли за собой. Для детей это будет наглядным и убедительным уроком и поможет им избегать многих ошибок, учась на опыте других. Давайте посмотрим на несколько примеров из Библии, говорящих о том, как можно учиться на опыте других людей или как можно учить своих детей на опыте других людей. Псалом 36 с 35 по 37 стихи. «Видел я нечестивца грозного, расширявшегося подобно укоренившемуся многоветвистому дереву. Но он прошел, и вот нет его, ищу его и не нахожу. Наблюдай за непорочным и смотри на праведного, ибо будущность такого человека есть мир». Притча 23 глава с 29 по 32 стихи. «У кого вой, у кого стон, у кого ссоры, у кого горе, у кого раны без причины, у кого багровые глаза. У тех, которые долго сидят за вином, которые приходят отыскивать вина приправленного. Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно. Впоследствии, как змей, оно укусит и ужалит, как аспид». Книга Притчи, 7 глава, 6 по 10 стих и затем с 21 по 27. «Вот однажды смотрел я в окно дома моего сквозь решетку мою и увидел среди неопытных, заметил между молодыми людьми неразумного юношу, переходившего площадь близ угла ее, то есть развратной женщины, и шедшего по дороге к дому ее, в сумерки, в вечер дня, в ночной темноте и во мраке. И вот навстречу к нему женщина в наряде блудницы с коварным сердцем. Множеством ласковых слов она увлекла его, мягкостью уст своих овладела им. Тотчас он пошел за нею, как вол идет на убой, и как олень на выстрел, доколе стрела не пронзит печени его, как птичка кидается в селки и не знает, что они на погибель ее. Итак, дети, слушайте меня и внимайте словам уст моих. Да не уклоняется сердце твое на пути ее, не блуждай по стезям ее, потому что многих повергла она ранеными, и много сильных убиты ею. Дом ее пути в преисподнюю, нисходящие во внутреннее жилище смерти». В 3 вышеприведенных текстах, которые мы только что прочитали, даны 3 примера из жизни других людей, которые могут стать наглядным уроком для детей. Все эти примеры можно найти как в истории, так почти и в любом обществе, окружающем нас в настоящее время. В первом примере сказано о нечестивце, который был грозен и имел большую власть, но он внезапно умер и был забыт. Но если мы внимательно будем наблюдать за жизнью непорочного и праведного человека, то увидим, что его будущность – это мир. Еврейское слово «мир», «шалом» означает больше, чем отсутствие войны. Оно означает покой, благополучие, благоденствие, здоровье. Родители могут указать детям на 2 людей – грозного нечестивца и праведника, и показать, что случилось с каждым из них через некоторое время. Во втором примере показано, какие последствия пожинает человек, увлекающийся пьянством или вином. В его семье будет вой, стон, ссоры, горе, у него будут раны без причины и багровые глаза, другими словами, синяки под глазами. Родители могут указать своим детям на такого человека и на то, что происходит с ним и его семьей. И таких примеров, к сожалению, тоже достаточно. В 3 примере рассказано о наблюдении одного отца за молодым человеком, увлеченным чужой женой. Этот молодой человек пошел за ней, как вол идет на убой и как олень на выстрел, доколе стрела не пронзит печени его, как птичка кидается в селки и не знает, что они на погибель ее.
А далее сказано наставление этого отца своим детям на основании его наблюдения за неразумным молодым человеком. «Итак, дети, слушайте меня и внимайте словам уст моих. Да не уклоняется сердце твое на пути ее, не блуждай по стезям ее, потому что многих повергла она ранеными, и много сильных убиты ею». Родители могут указать своим детям на людей, согрешивших прелюбодеянием или блудом, и показать им последствия этих грехов в их жизни. Разбитая семья, несчастные дети, потерянное уважение, потерянное здоровье, духовная смерть, а иногда даже физическая смерть, например, от неизлечимой болезни, самоубийства, мести мужа или жены, Божьего суда и так далее. Точно так же родители могут указать детям на примеры людей, которые пьянствовали, принимали наркотики, не слушались, не почитали родителей и к чему это все их привело. Итак, и в Писании, и в жизни есть достаточно примеров людей, на которых мы можем учиться. Мы можем видеть примеры грешников и к чему привел их грех, и мы можем видеть примеры праведников и как Господь вознаградил их. Да поможет нам Господь замечать эти примеры в нашей жизни, в Писании, в истории и использовать их в обучении наших детей божественным принципам. Да благословит вас в этом Господь.